Expert GC Mini 57. Реально ли самому по книгам, например, Николая Ли «Основы академического рисунка» освоить живопись? Даже не по книгам, а с преподавателем это невероятно сложно. И тут зависит от вас, от вашей готовности прыгнуть вообще в неизведанное. В Строгановке нам говорили преподаватели: рисовать мы вас научим, а вот живопись вы как-то сами. Ну, а если так, то есть великие произведения живописи, у каждого свои ориентиры. И допустим, что вы серьезно занимаетесь рисунком, и вы можете рисовать простые формы, потом сложные формы. Как быть с живописью? Ну, начните копировать. Возьмите что-нибудь серьезное. Ну, такое прям, сделайте копию. Ну, так, чтобы это была копия, а не так подобие какое-то, вольное прочтение, авторское. А копии, как вы знаете, делать нужно не с картинки, не с монитора, а прийти в музей, договориться в Третьяковке, по-моему, в понедельник. Ну, короче говоря, подать туда прошение, постелить все и, когда там выходной, порисовать. В любом случае, академия это или какое-то художественное заведение, или вы сами под руководством преподавателя занимаетесь, нужен наставник, который будет пальцем, носом тыкать туда, где не так, и показывать, как так, как нужно, видеть. А дальше шаг за шагом вы идете по тропе к этой вершине мастерства. По крайней мере, важно найти того, чья живопись вам нравится. И даже если он косноязычен или что-то не может объяснить, смотрите, как он пишет. И просто будьте рядом, смотрите, что получается на его холсте. Вы же видите мотив и видите, что он творит на холсте. Не всегда понятно, что происходит. По крайней мере, я на своих классах или в онлайн-школе на уроках детально объясняю вообще, перед тем, как положить мазок, что происходит, что я сравниваю, почему так. Добиваюсь того, чтобы коллега, студент видел тепло, холод, по пятну, какая тональность. И только потом уже замешивал и делал. Если такой возможности, совсем нет, нужна какая-то банда, группа, с которой вы ездите вместе, пишете и друг у друга учитесь. Тоже вариант. User и 5 UT, еще какие-то цифры, буквы. Мы все люди, все периодически заболеваем. Как долго вы выходите из этого состояния, как скоро вы возвращаетесь в строй, чем занимаетесь во время реабилитации? Стараюсь за собой следить и как-то тьфу-тьфу не болеть. А если что-то прихватывает, слушать себя для меня важно. Значит, читаю книги, занимаюсь любимыми делами, но главное, конечно, профилактика. Питание, спорт, в общем, все шурупчики, все шарнирчики должны самосмазываться, как в телеге. Телега самосмазывающийся был механизм. То есть там всякие солидолы, все такое, она должна ехать все время по кочкам, тогда она долго служит. Если она стоит, все рассыхается, солидол затвердевает, в камень превращается, она не самосмазывается. Вот эти все шарниры. Поэтому нужно движение. 53-й урок. Тон в живописи пейзажа. Урок теоретический, базовый. На многочисленных примерах показано, как научиться видеть тон. Не как писать, а как видеть, как сравнивать. И что конкретно сравнивать. Каждый художник уверен, что он видит тон. Но почему тогда одна картина волшебная, и художник это чувствует, а другая, третья, десятая, никак, не заходит? Значит, что-то не так. Этот урок о том, как разобраться в этом сложном деле. 53-й урок. Тон в живописи пейзажа. User XL 2, опять много цифр. Умеете распускать глаза.
видеть целое, не прищуриваясь. Научите, пожалуйста. Лучше сначала прищуриваться, если сразу не получается. Вот не в фокусе, да, смотреть на мир, вот как бы вы смотрите на человека перед вами, вот сейчас, смотрите широко, более широким углом, как бы так, хоп, целиком. И разделять все на куски, на пятна. Очень просто. Но если не получается, лучше прищуриваться, это будет проще. Хорошо себя проверять. Мне одна моя американская подруга подарила такое зеркальце. Ну, просто зеркальце, оно еще вот какое. Наоборот, раз, вот сюда смотрите в отражение на свое произведение, которое вы пишете. Что там? Наоборот же все перекручивается, и когда все наоборот, непривычно, вы видите ошибки. Например, тоже помогает пропорции, композицию проверить. Это очень хорошо. Дмитрий Подборонов. Вячеслав, как правило, это вы используете такой спектр цветов, но самые основные, любимые краски есть же у вас. Те, которые вы используете всегда. Я думаю, их у вас около 5. Без белил и чернил, естественно. Можете уточнить, верно ли мое предположение, какие-то цвета? Ну, ультрамарин, кадмий красный светлый, Ван Дик охра желтая, оранжевые и желтые. Вот, пожалуй, вот эти. Наверное, можно с ними работать уже. Олег Сизаненко. Слава, вы рассматриваете мазки на картинах других художников? Пытаетесь разгадать живописные приемы? Вам всегда ясна технология. Например, техника Рембрандта совершенно поразительно. Кажется, что под слоем лака и кракелюрами на тебя смотрит живой человек. Ни один копиист и подражатель так и не смог сделать ничего подобного. Точно так же, мне кажется, невозможно сделать точные копии фешенских работ. Или я ошибаюсь? Ну, наверное, не ошибаетесь. Я не рассматриваю мазки на картинах других художников. Смотрю общо, целостно. Меня вот это притягивает. Как решена композиция, как все разбито по пятнам, как человек видит тон. Это магия, если человек владеет, художник владеет. Ну, как тот же Фешин, например, или Врубель. Ну и так далее. Можно перечислять Серов, Коровин. Мазок последнее все-таки в рассматривании. Сначала целое общее впечатление, как решено композиционное, как это по тону, как работает цвет, тон, теплохолодность, если есть. Точную копию фешенских работ, да, невозможно сделать, но можно понять технологию, как он мыслил. Вот это важно. И если это понято, то достаточно, ты уже не будешь рассматривать мазок. Понятна структура мышления. Если это ты пропитываешься этим, то будешь писать просто свои работы и двигаться дальше по своей колее, по своей дорожке, в своем стиле работать. Меня это завораживает. И сейчас такое ощущение не так давно возникло, что то, что сейчас происходит во мне, найдена на сегодняшний момент линия, которую мне интересно развивать и в которой интересно вариться, писать и показывать вам, что выйдет. Сначала себе, конечно. Я пишу сейчас большую работу, ну так, больше метра. Пишу по-разному, меняю композицию, пробую, списываю, счищаю по новой. И мне это интересно, просто сам процесс увлекателен. Но это полезно, Олег, рассматривать техники любимых художников, чтобы понять, что для вас является самым важным на этот момент. Потом может измениться, чтобы это развивать. В этой технологии попробовать, Коровина попробовать, я не знаю, Врубеля и так далее. Ну, конечно, много, там целая плеяда мастеров за нашей спиной. Но это же нам помощь, это же такой багаж. Нам же проще идти, когда столько дорог, тропинок уже протоптанных, ведущих к вершине. Ну, можно на одну свернуть, потом на другую покарабкаться. И из этого всего выползет, найдена будет своя тропинка. Прошу вас, не забывайте ставить лайки и напишите несколько слов. И вопросы тоже, это важно.